Вообще, ребята, уже есть какие-то непонятные вещи, которые творятся с техникой. Чую я, тут какая-то чертовщина. Там кто-то стоит. Что это сейчас было? Я тут есть. У меня мурашки побежали, ребята. Пошли, будет интересно. Привет, друзья! Вы на канале Отес. Да, и мы сегодня открываем новый формат. Надеюсь, он вам понравится. Надеюсь, он нам понравится, потому что для нас это будет новый выход из зоны комфорта. Алена, рассказывай. В общем, ребята, нам написал подписчик прямо на почту, не оставляя ни комментарий, ничего, никогда не писал нам комментарии, но тут решил написать нам прямо письмо на почту о том, что у его отца в загородном доме, где они живут на постоянке, в бане происходят какие-то непонятные вещи. То звуки, то стуки, то голоса. При этом баня была сгоревшая, ребята. О ней мы вам говорили еще на стриме. И вот так сложилось, что мы сегодня едем как раз-таки снимать эту баню. У подписчика сегодня день рождения этого. Мы его искренне поздравляем. И почему мы решили поехать именно сегодня? Так как родители едут к нему отмечать. И баня остается полностью в нашем распоряжении. Да, живут они, конечно, не в бане, да, а около бани, но он попросил не разглашать информацию о нем, не показывать его лицо, потому что, чтобы не подумали соседи и друзья, если вдруг видят, ну, как вы знаете, тоже какие-то слухи не разносили, не подумали, что какой-то ненормальный, поэтому лицо мы, конечно, закроем, как человек попросил. Соответственно, мы не будем вам придумывать сказки, что-то рассказывать. Как будет, так вам и покажем. Поэтому перемещаемся к этому человеку. Пускай он все расскажет сам. Да. И, ребята, это для нас новый формат, это новая рубрика. Поэтому мы ждем от вас обратной связи. Кто, ребята, из Беларуси, пишите, если вы готовы нас пригласить в какие-то загадочные, интересные места, где живете вы, ваши родственники, друзья, мы готовы приехать, поснимать, возможно, даже остаться на ночь. Поэтому мы ждем от вас таких локаций и комментариев по увиденному. В общем, перемещаемся. Вы только снимите так, пожалуйста, чтобы лица не было видно, там замажьте своими этими. Купили участок этот мы, года два назад. Еще странным показалось, что дешевле, чем остальные участки в этом же районе. И вот мы с женой так подумали, блин, выгодное предложение. Почему бы нам не приобрести, так столько лет копили, почему нет? Тем более с баней еще продают. Вообще отлично. Попариться я люблю, попарюсь молодо, то есть как бы и жонку пытаюсь приучать, но что-то она как-то нет. Вот, баня наша, если что, как бы дом показывать уже не буду, там Тамара сейчас на праздник собирается, как бы уезжаем мы. А Тамара это жена ваша? Да, жена моя, как бы, но, если честно, она не верит во всю эту историю, что я вам сейчас буду рассказывать. Ну, человек я простой, рабочий, не пьющий, сигаретку могу скурить, ну, а как еще по-другому тут. А тут баня такая еще интересная, с бассейном, такие, ничего себе, прям баня с бассейном, как бы, и за такие деньги, конечно, мы приобрели все это, и нарадоваться не могли. И, короче, вот затопили мы баню, раз затопили, два затопили, и что-то как-то не то, странно, какая-то голова туманная, чувствую себя странно, как будто что-то не так вообще. Но при этом, насколько я помню, вы не употребляете алкоголь. Да вы что, с алкоголем в баню вредно же, как бы для сердца, для давления. Нет. У меня, я сам уже не молодой, у Тамары тоже со здоровьем проблем нет. Мы не употребляем. Как... Ну, я когда в баню хожу, у меня там тоже бывает как такое состояние нехорошее, расслабленное, да, или это как происходит? Да нет, не то, как бы просто
во-первых, в самой бане не так это происходит. И самое странное, что и после бани это все равно оставалось, это состояние. Вот это вот для меня самое удивило. А когда баня не затоплена, вот вы заходите, такие же ощущения? Да, тут тоже очень странно, как будто бы вот не то, просто какой-то затуманенный рассудок у меня становится, и я не понимаю, что это как бы... Со мной, за сколько я там уже больше 30 лет парюсь, никогда такого не было. Короче, без разницы, просто заходите в помещение, и у вас одинаковое состояние постоянно здесь. Да. Вот я когда с соседями разнакомился, Генка мне такую историю рассказал. Гена — это ваш сосед? Да, сосед мой. Такая история такая, то что вот прошлые хозяева, у них праздник тут какой-то был, день рождения они отмечали, веселились, танцевали там что-то, выпивали, как бы, ну, как люди обычно отдыхают у нас, как бы, ну, вот, все. Баню, затопили они, короче, баню, и тут Гена рассказывает дальше. Слышит женский крик. Он решил, как мужик нормальный, узнать, подойти, что случилось, как бы. Подходит, и ему говорят, типа, именинник утопился. Где? Как вообще это возможно? В бассейне утопился. Пьяный? В бане? Ну вот в бане, в бассейне утопился, как бы. Как? Ну, утонул, как бы. Трезвый, пьяный был, как бы. Гена таких уже подробностей не узнавал, как бы, решил свое дело, так сказать, не лечь, но вот такая вот трагедия случилась. Офигеть. И они, получается, смотри, как решили здесь не жить и продать. Продать, получается, подешевле? Ну, получается так. Я уже эту историю узнал позже, после того, как мы купили, потом, как я уже познакомился с соседями. Ну, вот, как бы, вот такая вот история, как бы, получается. Видимо, из-за этого вот так вот они ценник нам и из-за этого сбросили. Вы считаете, что это имеет какое-то отношение к вашему состоянию, когда вы заходите в баню, что там погиб человек? Ну как захожу? Я в нее уже особо не захожу, как бы. Она у нас сгорела, как бы, недавно. Сейчас только так, банки, да, какой все хлам всякой храню там. Да, ваш сын, когда с нами общался, он напоминал про пожар. Расскажите про пожар поподробнее. Почему, что вообще было, что произошло? А как это произошло? Так я просто обычный день вожусь со своим этим мотоблоком, там опять что-то там сломалось в нем. И Гена прибегает: Серега, у тебя баня горит. Как горит? Прибегаем, реально горит, там пожарные приехали, тушили, как бы. Слава богу, что как бы на остальной участок все не перекинулся огонь. Внешне, ну, относительно не пострадало, но внутри, да, к сожалению, уже это баньку не затопим. А как она могла-то сгореть? Может, проводка? Это точно не проводка, то что проводку еще за полгода до пожара обрезал, потому что она коротить начала, я решила от греха подальше, тем более мы ее и так в последнее время практически не топили в тот период времени. Причина не установлена? Да, до сих пор не установлено, просто что-то разгорелось, что-то как так, это не может быть просто взять и сгореть. Ну, чую я, тут какая-то чертовщина творится, знаете, я как бы траву кашу, я как бы, ну как обычно, мужик косой, по старинке, все такое, типа, дрова рублю, и как бы, и слышу какие-то, ну, стуки как будто бы стучит кто-то из этой бани, то есть, как бы, непонятно, да? Странно это, как бы, ну, бабкам этим, конечно, не пойду, как бы, я хоть как бы и не сильно суеверный, но это все равно очень как-то меня беспокоит на самом деле порой. А кроме стуков что-нибудь еще происходит? Может, там еще что-нибудь слышите, видите, замечаете? Может, видели что-то, да. Ну, стуки всякие, скрежет какой-то, ну, может, коты соседские, но все равно иногда как будто бы кто-то говорит с кем-то, кто-то что-то, я не знаю, странное. Я уже порой думаю, что у меня голова едет, но я думаю, ну, не может быть такого. Я же, как уже говорил, я же не выпиваю, максимум там сигаретку скурить. Но вы это приписываете к тому, что это что-то может быть какое-то потустороннее после того случая, или вы не думали прямо об этом так глобально? Ну, глобально я о таком не думал, но смущает. Черт его знает, правда, да, как бы, ну, может быть, смущает, может быть, непонятно, как бы. А жена ваша Тамара верит вам, нет?
Да не верит она мне, думает, выдумываю я все, типа, ой, говорит, вот живешь ты вот за городом, потому что и скучно тебе, вот и выдумываешь свои эти небылицы всякие. А вот как вы на нас вышли? Сын у меня есть, говорю, вот они вот на ютубе канал свой ведут, делают всякие вот видео, как бы, как там, со всякими потусторонними вы там духами, всякими там домовыми разговариваете, и он предложил, а вот позови их, они как раз по Беларуси катаются, как бы, и ищут такое, и так, ну давайте напишем, свяжемся, как бы, почему бы не попробовать, почему, собственно, нет. Ну, на самом деле для нас такой Эксперимент. эксперимент будет в первый раз. Мы, конечно, постараемся тоже какими-то своими методами попробовать с кем-то, с духом места связаться, либо там, если что-то еще обитает. Но мы не можем ничего вам обещать, потому что в формате таком формате мы еще не снимали. И что-то из этого получится или нет, сможем ли мы с кем-то связаться, мы вам сказать не можем. Все, девчата, я пойду, меня уже Тамара заждалась, надо доехать уже. Спасибо большое, что Спасибо, пустили. да. До свидания, хорошего вечера. Будем на с вами связи. на связи. Если что случится, мы вам наберем. Ребят, мы записываемся второго раза сейчас, потому что мы записали вам, что мы хотели сказать, Да. и просто не записалось видео. Начала записывать, и она обрубилась. В общем, ребята, уже есть какие-то непонятные вещи, которые творятся с техникой. Ну, будем надеяться, что все у нас получится. В общем, интересная история. Погодные условия нам не благоволят. Начался дождь. И вы знаете, это как-то идет параллель какая-то с этим случаем, что именинник утонул в этом бассейне, в этой бане. Мы еще туда не заходили, не знаем ничего. Он даже нам не показал баню, кстати. Да. Он не ушел показал. и даже не показал, сказал, дверь открыта. И заходите, да, и все А сам что там ушел. ждать, мы даже не знаем, ребята. В общем, Просто будем пробовать. Будем пробовать новым экспериментом связаться с духом этим. Мы сейчас вам зайдем внутрь, потому что очень холодно. Сейчас начался очень жесткий ветер, дождь. Хорошо, здесь такая есть небольшая беседочка, можно под крышей постоять. И уже внутри вам расскажем, что за эксперимент. Поставим на какое-то время небольшую там камеру, возможно, потому что мы здесь, он сказал, уезжает на... оставляет наверное, наши- он как раз-таки и поехал уже. Да, он поехал. У него такая машина еще дребезжащая вся. Ой, Простой рабочащий человек, видите, без каких-то вот этих вот заморочек. Поэтому, возможно, он себе что-то может и надумать. да. Поэтому не будем судить уже так, что это 100% что-то есть. Давайте пойдем с вами и проверим. Да. Тем более у нас сегодня новый формат, новый эксперимент. Но мы все равно не будем отходить от старого доброго. Будут и знакомые вам эксперименты. И, в общем, ребята, пошли, будет интересно. Звуки уже здесь. Там запись идет. Это Что за звуки? Как будто из-под крыши удары, да? Да. Дай фонарик. На. Ребят, просто свет сейчас еще не доставали, чтобы он не намок. Вот мы стоим, и как будто из-под крыши сейчас были удары какие-то. Я думаю, что это было слышно. В смысле? Стабилизатор не хочет что-то работать. Видите, уже второй раз выходит техника из строя. Я даже не могу нормально сосредоточиться. В общем, пошли. Вот он сказал, что у него используется как склад здесь. Какая-то барахло. Вот, ребят, кстати, видно, что горело. Прям Реально какие-то голоса, ты слышишь? Как будто бы. Что ты дождь? Я пытаюсь. Я не понимаю. Я реально слышу, как будто какие-то голоса. И уже так все паутиной заросло. Просто. Бля, дальше эта тряпка висит еще. Ты прикинь, если вот мы сейчас стоим, а там, А там кто-то стоит. И дождь по крыше. Блядь. Какой-то удар. Блядь. Что это сейчас было? Если сейчас эта тряпка слетит,
Не, ну она прибита, она не слетит. Ладно, не будем себя Давай, надумывать да. сейчас уже. Вот тут была печка. Понятно, что тут... Понятно, что дождь добавит еще большего антуража, но... Блядь, не пугай меня. Марта пытается заснять что-то. Страшно? Не могу понять. Надо как-то пройти здесь. Поднять. Давай, я подержу. Подержи, да. Ого, какой он тяжелый этот плед. Да, он сказал, что здесь склад. Кто-то по мне ползает. Собака. Наверное. Это собака. Капец. Ну, Ладно, тут, всё. ребята, давайте будем- будем да, не не нагнетать. будем Тут- нагнетать. Тут соседи есть еще. Какой-то мусор прилип, да. Тут есть еще соседи, но они, правда, не так прям близко. Я думаю, что нужно доставать свет, ребята, чтобы мы могли... да. рассмотреть. Сейчас достанем свет. Капец, он здесь паутина какая. Вот это паутина. Это паутина. Это кость чья-то? Что это такое? Это сгоревший... А, это пластик, наверное, сгоревший. Какая стрёмная баня, ребята. Ну это паутина. Что-то капает. А что там капает? Дождь. Откуда мы только пришли? Откуда это нас капает? Что я не понимаю? Ну баня на самом деле, ребята, Не очень понимаю. большая. Так, ребят, свет достали. Тут такая вот комната есть с разбитым стеклом. И есть еще там дверь. Куда мы сначала с тобой пойдем? В паутину не войди. Куда мы с тобой сначала пойдем? Давай, наверное, то, что ближе, сюда зайдем. Ну давай. А, он сказал, где-то бассейн. Может, здесь бассейн? Реально. Боже, какой здесь потолок. И чего свет стал мигать? Ну разве он до этого мигал? Я не знаю. Мы только его включили, а он уже у нас начал сразу мигать. Я не знаю, я так боюсь зайти в это помещение, ребят. Тут везде какие-то Звуки. Какой-то капли. Какие-то... Как будто ветер дует. Он сказал, что они используют как склад и как Да, вот видишь, консервации. Сегодня банка взорвалась, ребят. Лесенка здесь такая. Вон даже банка взорвалась. Помидоры это или что? Видимо, здесь старая консервация. Вон повзрывались аж все. Лестница. Вот у них тут тоже склад. Сейчас и потолок как обгорел. Мне прям мурашки. Я как представлю, что здесь кто-то утонул. Ну, знаешь, бассейн довольно-таки большой. Тут могли плавать спокойно тут 3 человека. И глубина тут приличная, если это... Да, это... Ну да, вот, метра... Лестница 2 метра. да. Матрасы. То есть, если, например, этот хозяин прошлый действительно может он перепарился, знаете, из горящей там, ну, из парилки может, в бассейн давление скакануло, да, могло да. и сердце, и все на свете. Но находиться здесь крайне неприятно. Тоже какие-то капли везде капают. Хотя я не вижу влажности, чтобы крыша была влажная. Я не понимаю вообще. Из той комнаты постоянно что-то капает. Я не могу. Там какая, которая заходили мы? Ну там вот к стене той ближе, к противоположной стене. В которой мы еще не были? Да. Но тут понятно, что... Здесь тоже капает. Зацепила этот кусок сайдинга. Ага, там парилка. Там парилка, наверное. Здесь типа моечная была. Здесь парилка. Такая
чулки висят. Для чего это здесь висит? Лук вешали. Ай. Это мусор строительный. Паутины столько. Ну давай, наверное, я думаю, вот здесь вот мы сейчас расскажем про эксперимент. Здесь как раз такая более... Ну тут паутина, и прям мне на лицо она лезет, эта паутина. Да, видно, они сюда давно не заходили. Я не могу понять, это осыпана зола, вот это, да, черная, или что это? Что это за следы такие на дереве? Вот видишь, черные. Круглые, да. Ну Ну тут смотрите, самое здесь... интересное, ты сюда, видимо, пожар Сюда не дошел, да, сюда не дошел. Ну, может, это, видишь, черное, как горело, знаешь, и сажа оседает. Ну, сажа, да. Может, такого. А здесь, может, что-то ведра какие-нибудь стояли, скорее всего. Ну, в общем, на самом деле, ребята, баня очень добротная. В общем, мы сейчас, ребята, готовимся к эксперименту. Будет новый интересный эксперимент. Мы не можем вам сказать, рабочий он или нет, потому что мы делаем его впервые. Но если что-то вы заметите во время этого эксперимента, пожалуйста, напишите комментарий. Перед просмотром настоятельно рекомендуем подписаться на нашего друга-искателя призраков. Полтергейст, заброшенные квартиры, дома, невероятные истории, вызов демонов, борьба с ним и многое другое. Переходите, ссылки все в описании. В общем, ребят, у нас есть такие вот кубики, на них есть алфавит и цифры. Будем сейчас с вами у духа спрашивать определенные вопросы, выкидывать эти, можно сказать, кости, да, кубики, и смотреть, что нам дух будет отвечать, если он будет нам что-то отвечать. Давайте попробуем. Дух этого места, если ты нас слышишь, если здесь ты есть, то отзовись и ответь нам, пожалуйста, поговори с нами с помощью кубиков. Как Джуманджи, как будто, знаешь. Еще. Ну вот я тоже, да, я тоже заметила. Еще. Или чего? Вот можно че, или че. Это ща 2 раза выпало? 3, 4? Да, тут есть повторяющиеся буквы. Дух этого места. Если ты здесь, ответь нам, пожалуйста, на этих кубиках да, либо нет. Вот да, нету. Вообще А не выпало и нет, нету. Может здесь Я. Тут. Я. Серьезно? Тут. Видите, ребят, я тут есть. У меня мурашки побежали, ребята. Я не вру. Я тут, блин. Если это действительно ты, то мы тебя приветствуем. Мы пришли к тебе без зла. Мы хотим с тобой пообщаться. Можно мы с тобой пообщаемся? Что за... Это 2. Тут одни согласные. Тебя. Тебя. Вот есть слово. В тебя. Еще непонятно. 5 и 2. 2 и 5. Давай возьмем побольше кубиков. Вот этот возьмем, вот этот возьмем. Как тебя зовут? Фаби. Ми.
Или Митя, может быть. Ми. Вот Т и я. Митя, вот Ми, да. Митя можно собрать. Но больше я таких, ну, как бы имен. Батя. Батя, ну, батя. Митя, да, только. Я, Митя. Может так? Ребята, что думаете, как вам эксперимент вообще? Пишите в комментариях. Ты дух того человека, который здесь утонул? Я 6 и... Что это? И краткое. То... Кто? Вообще ничего не понятно. Но я только, знаешь, смотри. Понят. Понят. Ну, понят. Кстати. Слово понят только. Вот я вот... Типа, что, может быть, мы правильно его поняли? Ты хочешь пообщаться с нами с помощью доски Уиджи? Так. Это непонятно, это 4 или Ч. Ну, конкретно вода я не вижу. Да. Ребят, эксперимент, наверное, этот... Либо здесь на самом деле Никого нету, да. Надо нам этот эксперимент будет попробовать как-нибудь в стриме на заброшке, где мы уже были, где мы знаем, что есть какая-то история. В общем, ребят, с кубиками ничего у нас не вышло. Мы в первый раз проводили такой эксперимент, и у Алены упала сережки сама собой. Вот, и мы не поняли, рабочий он или нет. Будем пробовать его еще в дальнейшем. А сейчас попробуем с помощью доски Уиджи связаться и с духом, если он здесь на самом деле есть. Потому что пока мы здесь находимся, мы ничего прям глобально какого-то там не слышим такого, чтобы какие-то стуки были, или какие-то удары, или какие-то шорохи. То есть пока, в принципе, кроме дождя по крыше, все спокойно. Да. Так что придумывать, фантазировать мы вам не будем. Если реально ничего мы тут не заснимем, значит, реально здесь ничего нет. Да. Вот. А мы продолжаем с помощью доски Уиджи иголки. Так, ребят, мы сейчас поставим камеру и пойдем, наверное, в машину, попьем кофе. У нас с собой есть собоечка небольшая. Вздремнем, наверное, некоторое время. Да, потому что уже ночь. Свет и камеру мы оставим, наверное, вот в этом помещении. Я думаю, что если здесь на самом деле утонул, да, этот мужчина, скорее всего, какая-то активность должна проявляться здесь. Я думаю, что где-то камеру мы поставим так, чтобы было на бассейн направлено. Пошла, все, запись пошла, ребят. Да, видно. Ставим. Вот, наверное, вот здесь. Так, вот. И... Мы пошли. Ребята, мы, в общем... Ты чувствуешь? Запахло паленым. Да, поэтому я и кашляла, ребят. Очень дерет горло здесь находиться. Хочется поскорее отсюда уйти. Конечно, то, что баня сгорела, здесь определенно дышать тяжело. Все-таки, несмотря на то, что это произошло уже больше года назад. В общем, мы оставляем сейчас... Простите, просто уже прямо в носу этот запах осел. Да. В общем, мы оставляем камеры, ребята, и уходим. Их заберем. То, что удалось нам на них заснять, вы увидите дальше.